Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой овальный торт с веткой лилий. Торт этот я буду украшать белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Украшать я его буду при помощи всего лишь одной насадки. То есть делается он совсем несложно. Этот торт, главное здесь знать принцип, главное правильно здесь выстроить композицию. Все расскажу и покажу в этом видео. Торт этот у меня размером уже с украшением 35 на 20 сантиметров. Я расскажу сейчас, из каких коржей такой торт выпечь. У меня даже есть специальные видео, потому как испечь очень просто и быстро, без всякой формы абсолютно, овальный торт. Итак, в начинке у меня торт «Молочная девочка». Я испекла ее из расчета порции на 2 банки сгущенки и также фисташковый крем внутри. Очень вкусный фисташково-сливочно-сметанный крем, который не требует дополнительных ягод к себе, то есть очень удачная начинка здесь. Торт этот я слегка покрыла масляным кремом на сгущенке, таким полупрозрачным слоем, чтобы не было соприкосновения влажного начиночного крема с белково-заварным кремом. Вот это здесь сделать очень важно. И пока я буду изготавливать цветы из свежесваренного белково-заварного крема, торт у меня пока постоит в холодильнике, я его потом выровняю. И вот она, та самая насадка, которой я буду украшать весь этот торт. Насадка это кондитерская, номер 70, обычный листик, 1 см на выходе. Есть она, как правило, во всех наборах, даже для начинающих кондитеров. И чтобы сделать из этой насадки лилии, ее выход должен быть не менее 2 мм, чтобы цветы сразу у вас получились. Здесь я показываю первую свою неудачную попытку с расцветкой этих лилий. Я потом крем весь перемешала, убрала его. То есть я здесь взяла просто белый крем, смешала его с таким младенчески розовым цветом. Лепестки выходят неестественного цвета, и эту расцветку я не стала использовать. Здесь уже вторая окраска у меня. К белому крему я добавила такую хорошую щедрую столовую ложку окрашенного крема. В этот окрашенный крем я добавила немножко розового красителя, капельку шоколадно-коричневого и едва дотронулась красным красителем, чтобы получился вот этот естественный цвет. 2 движениями я слегка перемешала это абсолютно не до конца. С белым кремом массой я наполнила кондитерский мешок и делаю лилии. Для лилий нужно обязательно делать основание. Основание должно быть не менее здесь для этого торта, чем 4 сантиметра. Основание я делаю при помощи кондитерской насадки, открытая звездочка 8 мм. Вы же можете делать просто из кондитерского мешка. Поэтому название видео абсолютно оправдывается, что это все можно сделать из одной кондитерской насадки номер 70 листик. И вот когда вы будете делать основание для этих лилий, обязательно в центре ставьте такую точечку из крема, потому что когда мы будем вставлять тычинки, вот это основание очень нужно, и чтобы лилия, когда вы будете брать ее ножницами снизу, чтобы она у вас не шаталась, чтобы она не была у вас подвижной. Сами лепестки, как вы видите, делаются очень просто и быстро. То есть 3 лепестка ставим сверху и под ними еще 3 лепестка в промежутках в шахматном порядке. И все получается превосходно. То есть это цветок, который делается очень быстро. И вот здесь вот на этом цветке видно, если вы быстро отрываете насадку, у вас лепесток будет склоняться вниз. Здесь нужно приспособиться к этим лилиям. Они делаются буквально за пару минут. Но нужно знать принцип, нужен тренинг. Как и в любом деле нужен опыт. Но делаются они гораздо проще и быстрее, чем даже тюльпаны. Мне на этот торт, на такой большой, понадобится 7 лилий. Я здесь сделаю 8 лилий. Я люблю на всякий случай всегда оставлять один цветочек, мало ли что может произойти в процессе работы. Поэтому я оставлю 1 лилию дополнительно. И 1 лилию в конце я сделаю самую маленькую, для того, чтобы она у меня замыкала как бы вот эту композицию сверху. Она нужна мне, потому что нельзя делать все огромные такие лилии. Итак, вот делаю последнюю заключительную лилию, такую маленькую самую. Видите, в центре вот этого основания я обязательно ставлю точку из крема. Очень важно лилии делать, можно сказать, еще из теплого крема, чтобы у вас лепестки не рвались, чтобы они не были у вас такими надорванными. Здесь я уже какое-то время работаю этим кремом, и лепестки уже не такие качественные, как в первых цветах. То есть имейте это в виду, нужен крем свежий, прямо сваренный.
И как вы заметили, я в изготовлении этих лилий не использую ни аэрограф, ни какие-то красители, дополнительные распылители. То есть все при помощи правильного окрашивания уже изначального крема здесь можно сделать очень красиво и достойно. Сейчас здесь у меня японский зеленый чай матча. При помощи вот такой кисточки я припудриваю сухим этим зеленым чаем серединку каждого цветочка. Вот этим зеленым чаем работать очень удобно с цветами. Вы можете также куркуму использовать, если у вас нет такого чая, потому что у лилий очень часто бывают и желтые такие серединки. Зачастую красители делают такие кляксы на цветах, поэтому я охотнее использую здесь зеленый чай либо куркуму. Но зеленый чай абсолютно не дает никакого привкуса потом в цветах. Это очень удобно делать. Для тычинок я беру здесь сухую фунчозу. Также я обваливаю эту сухую фунчозу вот в этом зеленом чае. Это очень удобно. Она моментально окрашивается при помощи зеленого чая. И тычинки тогда выглядят очень естественно. Вставляю сейчас по 6 тычинок в каждый цветок. Также я буду сейчас украшать эти тычинки сверху такими капельками крема. Для этого я крем взяла чуть поярче, чем сам цветок, потому что вот такого нежного цвета лилии, они, как правило, имеют такие очень незаметные тычинки. И здесь я очень советую последовательно делать все элементы декора на этих лилиях. То есть сначала отсадили сами цветы, потом все цветы припудрили, потом вставили во все цветы сразу тычинки и отсадили у тычинок вот эти кремовые шапочки. Вот такие вот лилии у меня получились. Торт свой я покрыла уже белково-заварным кремом, итальянской меренгой. На поворотный столик я обязательно кладу силиконовую сеточку здесь, чтобы подложка не скользила, потому что торт большой. И работа с такого формата тортом с большой подложкой требует особого внимания всегда. Цветы мы выставляем всегда на овальный торт, как бы повторяя контур, то есть овал этого торта. Он нам и нужен был изначально своим вот этим вот овальным корпусом и как бы дугой легкой. Вот как сам торт идет, так же и цветы ставим, потому что овал, он слегка изогнут с обеих сторон. Вообще для тортов с лилиями, с гладиолусами очень удобно это брать. Вот здесь у меня упали ножницы. Они у меня просто выскользнули здесь из руки, потому что с камерой здесь очень неудобно. Руку постоянно приходится держать на весу. И поэтому у меня здесь произошло такое происшествие. Но это сейчас все закроется лепестками, бутонами, и все будет в конце концов в порядке. Когда я выравнивала тортик, я слегка розового крема добавила здесь в окантовочку и просто провела шпателем. И таким образом такая размытая как бы боковинка у торта слегка тоже этого же розового цвета получилась. Это очень просто все делается. Вот так выглядит сейчас повреждение, которое у меня произошло из-за упавших ножниц. Но сейчас все это закроется при помощи бутонов и листьев. То есть если у вас происходит такое на торте, не нужно впадать в панику, нужно смотреть, каким декором все это можно закрыть, если это уже невозможно выровнять. Итак, все 7 лилий я выставила на торт. И сейчас я начинаю из этой же насадки, номер 70 листик, отсаживать бутоны у лилий. Они делаются, как вы видите, очень просто. Сейчас я буду их делать выборочно. Бутонами здесь увлекаться я не советую. И я не делаю их с зеленым основанием, потому что, как правило, бутоны у лилии, они у основания имеют такой зеленоватый как бы оттенок, но я этого намеренно здесь не делаю, чтобы сэкономить время, потому что здесь будет обилие листьев, и я не вижу в этом смысла, потому что все это зеленое основание просто закроется большими листьями, потому что листья у лилии, как правило, очень-очень крупные. Видите, насколько быстро делаются эти бутоны? То есть просто проводим несколько полосок, таких закругленных слегка, из этой насадки, и получается у нас закрытый сомкнутый бутон. То есть вот одно повреждение, которое у меня было на торте, я уже закрыла этим бутоном, и второй я закрою листьями. Сейчас я вставляю стебли. Вы можете сразу стебли сделать в начале своей работы из крема, этого же цвета, которым вы будете отсаживать листья. Но я здесь использую вот такие жевательные конфеты. Как вы видите, я не делала здесь никакого основания для цветов. Обычно мы как-то проводим полоску из крема, делаем основание для цветов. Здесь я этого не делала. Здесь каждый цветок имеет свою подушечку кремовую.
и очень удобно с такими цветами всегда работать. Здесь для листьев я беру опять эту же насадку номер 70, листик 1 см на выходе. Крем у меня здесь просто фисташково-зеленый. До конца я не промешала, сделала я это намеренно, чтобы листья смотрелись более естественно. У лилий такие листья достаточно крупные, поэтому здесь я смело отсаживаю крупные листья. Вообще в этих композициях, вот таких как лилии, гладиолусы, очень важно не перегрузить этот торт. Лилия цветок очень самодостаточный в букете, и очень часто она одна как бы в букете, эта лилия. Поэтому здесь зачастую не нужны остальные цветы. Просто это так же, как с тюльпанами. Корзина тюльпанов, она очень эффектно всегда смотрится. Если мы начинаем добавлять туда другие какие-то цветы, это будет смотреться просто безобразно. Поэтому здесь с лилиями то же самое. Главное не увлекаться и не бойтесь делать эту овальную форму. Она делается очень просто. Ссылку на то видео с овальной формой, как я делаю овальный торт, я вам оставлю в описании к этому видео. Делается он очень просто и быстро. И в коржах «Молочная девочка», я считаю, нет большой разницы вырезать нам впоследствии круглый торт или же овальный. Вы можете также и медовик испечь в овальной форме, и также и бисквитные коржи можно вырезать в овальной форме. Было бы желание, все это можно сделать. Зато смотрите, как красиво смотрится вот эта композиция именно на овальном торте. Ссылочки на приготовление самого белково-заварного крема я вам, конечно же, оставлю в описании к данному видео. У меня есть несколько подробнейших видео, как приготовить белково-заварной крем, итальянскую меренгу в планетарном миксере, ручным миксером, даже без всякого термометра и без весов. То есть все, пожалуйста, на ваше усмотрение, какой вариант вам больше подходит, такое видео и выбирайте для себя. Все это будет в инфобоксе под видео, все эти ссылочки. Вот так вот торт выглядит у меня уже со всех сторон. В принципе, у меня вся композиция уже завершена. Здесь я посыпала основание торта и боковинки совсем меленькой сахарной посыпочкой. Сейчас сверху я тоже посыплю. То есть вот эта посыпочка, она придает такую воздушность торту. И очень красиво всегда смотрится и дополняет. Она скрывает какие-то неровности, бывает. Но в то же время она именно делает воздушным этот торт. Сейчас я поставлю еще на торт вот такие 5 шариков из мастики. Больше здесь этими шариками я не увлекаюсь. Они примерно 1 сантиметр в диаметре. То есть такими акцентами, но не перегружая ими торт. Просто чтобы торт был немножко понарядней. Можно даже этого не делать, но я добавляю. Посыпая этой посыпочкой, в принципе, торт мой готов. На такой торт у меня ушло белков заварного крема. Я варила на одну порцию сразу. В 7-литровой деже миксера я варила из расчета порции на 250 грамм белка. Сначала я сделала цветы, и потом я выровняла торт. Немножко крема у меня в кондитерских мешках осталось от цветов и от листьев. Но я считаю, что лучше иметь про запас, чем его потом не хватит. Размер торта 35 на 20 сантиметров. И как вы видите, торт в принципе делается совсем несложно. Здесь главное знать принцип. Желательно испечь именно овальный торт, и все у всех получится. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.